В этом видео будем вязать шаль пактус. Я такие шали, ну именно не такую нитку, давно, очень давно не вязала. Не знаю, так получилось, я вязала крючком, быстро и моментально можно вязать. Ну, хотелось бы вязать. Как мама приехала, рождалась идея, ну, к чему и я рада. Этот шаль мне очень нравится. Есть некоторые, которые говорят пактус, почему бы нет. Для меня это шаль наша, давнейший шаль, ну, раз можно и пактус называть, называем и пактус. Вот эта шаль тоже универсально получилась, очень невесомый, легкий, хороший, можно и мотать по-разному, можно и просто на плечики дать. Очень хороший и изысканный вещь получилась, нежели этот крючком. Ничего против крючков не имею, но это очень изысканно получилось. Я вязала это для мамы, потом девочки мне просили мастер-класс, то этого мама, как увидела результат, сразу говорит мне подругу тоже, вяжи, все равно ты хотела подарок, это самый хороший подарок для женщин. Я решила уже в мастер-классе показать этот рисунок, сначала думала это очень легко и просто, ну раз просили мои девочки, значит будем вязать вместе. Это очень легко. Чего опять эта пряжа? Во-первых, эта пряжа получается своеобразная, это новинка. Кто увидит, сразу нравится вот этот переход, пелена, как туман. Во-первых, это. Во-вторых, это очень выгодно. Допустим, если просто Alize Angora Gold взять, это получается у нас 2 мотка 200 грамм, там будет многовато. Почему бы не экономить? Здесь и деньгами экономно, и интересно. Пока что ни у кого нет, пока что интересно. Поэтому я вяжу от этого. Тем более мама, как это увидела, уже не убедишь, что можно что-то другое. Она хотела, ну, как-то серию оттенки, что ли. Но я в магазине не нашла. В магазине есть это. Я уже 3-й цвет вяжу. Это пыльная роза, я то это фиолетовый вязала, вот это, а остальное очень яркое. Подруга такой не хотела бы, как мама мне говорит. Смотрите, здесь, кто не знает, у меня на канале есть и готовый шаль я показала, и у меня есть крючком еще есть джемпер короткими рукавами. Если кому интересно, смотрите, здесь акрил 80%, шерсть 20%. Это всем известная пряжа Alize Angora Gold, только здесь вот этот амбре, ну как окрасили эффект в этом. Я хочу еще найти номер, вот. Номер здесь у меня 7443. По-моему, камера неплохо передает. Вот. Здесь получается бежевый и коричневый тона. Вот. Там все цвета по-своему хорошие. Ну, я как определенный человек вяжу, поэтому я не имела права сильно яркие взять. Там есть хорошие яркие цвета. Как я делала? Я вообще-то хотела второй шаль уже вязать по-другому. Мама говорит, не надо, я это уже увидела, я такую хочу подругу. И девочки так просили. Поэтому, а то можно здесь фантазировать и разные узоры, и много чего вязать. Смотрите, мы всего лишь набираем, вот это так, мне кажется, вот это может мешает. Вот так, чтобы на белом. Хорошо видно было. Вот так. Набираем 3 петля всего лишь. 2, 3. Обычный набор здесь. Кто как привык, у меня классический. Я всегда так набираю. Первый ряд сразу вяжем уже изнаночный. Первый ряд я и первую петлю вяжу, чтобы потом стабильно было. Поняли? Раз,
2 и 3. Вот пока первые ряды, ничего не понятно. И сразу второго ряда уже начинаем добавить вот эти. Мне написали, что у меня центральной петля нету. Здесь я по бокам добавляю, поэтому центральная петля нам не суть важна. Я знаю, можно вязать вот по центру, добавить как регланная линия. Но я так не делала этот раз. Смотрите, первую петлю снимали, между кромочной снимали, между кромочной петли и первой петли есть протяжка. Я накидом ничего не делаю, чтобы потом не крутилось. Конечно, первые ряды чуть-чуть трудно. Вот эту протяжку перекрестили и вяжем лицевой. Эти процедуры все, и рисунок, и добавки все, прибавки все получается в лицевом ряду. А изнаночный просто вяжем. И вот перед кромочной и после последней петли и перед кромочной есть тоже протяжка. Вот от этого протяжки еще добавляем в конце тоже. Вот. Вот. И обязательно изнаночный, чтобы вот это, видите, вот эти бороздки получилось красиво. Вот не смотрите, кто начинающие молодые девочки, не думайте, что я этими спицами буду вязать. Это начало. А потом, конечно, на леске надо. И номер менять нельзя. Если у вас есть одинаковый номер, у меня это 4. Можно эту пряжу на 5, честно говоря, это сугубо мое мнение, я на 5 не хотела бы вязать. У меня, смотрите, достаточно хорошо, если вязать на 5, наверное, было бы очень рыхло и не стабильно. Ну, надо хоть, чтобы какой-то вес имело, правильно? Теперь снимаем кромочную петлю, опять мы же уже находимся уже на изнаночной, ничего не делаем по рисунку, ничего не делаем. У нас было 3 петли, стало 5, правильно? Потому что мы добавили каждый через ряд, каждый лицевой ряд 2 петли добавляется у нас до конца шаля. Ничего не остановимся. И здесь, девочки мои, у меня получилось нормально для моей мамы. Ну, если большая женщина, маловато, наверное, получилось. Потому что у меня здесь 30 грамм не хватает. Кто предыдущее видео не смотрел, смотрите историю этого шаля. 30 грамм не хватает. А этот раз я буду целый моток вывязывать. Там тетя высокая, и будет все хорошо. Смотрите. Теперь мы пришли уже лицевой ряд. Первую петлю кромочную снимаем, опять найдем. Обязательно находим красиво вот протяжку. И перекрестили, вязали лицевой. И остальные петельки лицевой, пока узор не делаем. И здесь еще найдем. Чуть-чуть трудно эти начало шаля. Несколько рядов чуть-чуть неприятно, но потом будет все по маслу. Вот. Обязательно кромочные и изнаночные здесь. Теперь изнаночный вяжем как видим, как по рисунку. Просто изнаночный получается. Вот, теперь будем формировать, видите, формировать эти дорожки, рисунки, дырочки, как не знаю. Когда будет уже здесь 2, 4, 6, 7 петель, смотрите. И обязательно, ладно, когда будем
рисунок формировать, потом расскажу это. 2, 3. Когда 7 петель уже у нас получается, начинаем формировать. А здесь первую петлю вязали, снимали кромочный, протяжки второй вязали. И вот этот третий и четвертый вместе вяжем. Вот. Вяжем как по рисунку направо. Накид. Еще одну петлю вяжем. Накид. Теперь эти петельки обязательно меняем. Вот. Здесь одна петелька и 2, да? Мне надо, чтобы 3 было. Всегда это будете следить, чтобы по бокам вот эти, кроме узора, чтобы 3 петля без узора было у вас, чтобы ничего нигде не гуляло, не потеряло вот эти кромочные. 2, кромочные 3. Сейчас я объясню еще раз. Смотрите, девочки мои. Чего мы налево-направо делаем? Вот это направо мы вязали как есть, а здесь поменяли, чтобы здесь тоже получилось вот такой рисунок красивый. Если не поменять, красиво не будет. Сейчас пару рядов вяжем, все видно и понятно будет. Кромочный снимаем. И вяжем по рисунку. Здесь, как видите, так и вяжем. Не думайте перекрестить или что-то делать. Вот в этом и заключается, так называемый узор. Узор не узор, а ажур. Вот. Снова смотрите. Первую снимаем, кромочную. Обязательно каждый лицевой ряд не забываем и добавляем 2. И третий, вот, 3-4, да, это вместе. Классический я вяжу, так и вяжу. 2 вместе. Опять накид. И здесь у меня сохраняются вот эти 3 петельки обязательно. Накид. Вяжем одну, вторую. После этого узора накид. Теперь поменяем обязательно. Вот. 2 вместе. У нас 1, 2. И обязательно не забудем. Протяжки забираем, чтобы у нас получилось. В конце тоже обязательно 3 и кромочный обязательно изнаночный. Видите, обязательно вот это 3 начала и в конце 3, это чтобы сохранилось, а то у вас пойдет не так и некрасиво. Вот. Еще один раз буду показать и буду вязать до следующего узора, вам показать, чтобы длинно не было видео. Кромочный снимаем, вяжем все изнаночные петли. Вот. По рисунку, как видим, все изнаночные, так и вяжем. Ничего не убавляем, не добавляем изнанки. Скажите, правда, да, что очень легко? Я думаю, все могут себе позволять такое вязать, кто уже знает, что такое вязание. Первый снимаем, обязательно прибавляем 2. Вот эти 2 петли, вот, видите, вместе вяжем направо. Накид. Остальное вяжем как есть, тоже по рисунку. В конце вот этого узора накид. Теперь поменяли эти петельки. Вот.
найдем протяжку, что в моем случае здесь такая конструкция, что страшно дышать, все завалится. Вот, изнаночный. Вот. Сейчас очень приятный цвет, кстати, это тоже. Мак-кофе как, или топленое молоко, начало как, или бежевый. Что только не говорила, да? По рисунку сейчас уже у нас все формируется, как вы заметили. Смотрите. Вот. Видите? Теперь я несколько рядов буду вязать. И будем уже формировать уже второй узор, чтобы у нас так эти ветки получат. Я вам говорила, здесь я, в мастер-классе так не буду, потому что начинающие девочки, они, наверное, так не будут делать, и так некрасиво вам показать. Я здесь, честно говоря, не считала. На глаз вот столько вязала и начинала приблизительно. А в этом случае уже как мастер-класс буду считать и сказать у вас, после сколько рядов начинаем заново. Сейчас я вяжу и подключу. Смотрите, мои дорогие, вот насчет эти бороздки, которые есть, этот узор. Если хотите вязать как я, будете вязать как я. Если хотите делать это расстояние еще больше, еще меньше, значит, я показываю суть, а вы делаете как хотите. Для меня так, сами раз, как говорится. Смотрите, давайте договоримся. Вот эти 3 петельки не считаем, начало и конце. Считаем вот эти петельки после 3. Раз, два, 3, это не считаем, считаем отсюда уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Вот это 3 тоже не считаем, потому что эти петельки этого узора не касаются. Они всегда как мертвые идут 3, 3, так и останется. Поэтому вот давайте, когда вы каждый раз достигаете вот здесь 11, в следующий раз вот это закончится вот и здесь 11, там 11. Это ничего суть не меняет. Когда будет 11, смотрите, все равно мы вяжем, как раньше. Поднимаем протяжку. Вот. 2 вместе. Здесь ничего не меняется. Этот узор так и работает дальше. Накид. Теперь это считаем. Вот. 3, 3. И останется у нас 2, 4, 5 петель. Там мы будем делать еще раз. 1, 2, 3. Надеюсь, я правильно объясняю. Накид. Не, извините. Вот. 3 не считаем. Вот этот узор делали. А теперь здесь, если 1, 2, 3, 5 петель останется, да? Мы узор будем делать вот между этими 2 петля и 1 у нас вот эта петля останется. Поэтому сразу 2 вместе вяжем. После этих 3 петля сразу 2 вместе вяжем по узору, как вяжем в моем случае классический. 2 вместе. Накид. 1 вяжем. Это у нас вот эта петля. Вот. Накид. Теперь меняем. И вяжем. Вот. Это здесь мы делали узор, а тот узор, который мы делаем, мы не забываем. Это все время делаем. Вот. Накид. Вот эти 2 петля меняем. Вместе. И обязательно не забываем прибавить петлю,
чтобы получилось 3 петля у нас. Теперь, если вы возьмете и начинаете вязать, это не трудно. Может, я сильно запутаю вам, не знаю. И вяжем по узору все изнаночный, с начала до конца. Вот пару рапортов делайте этого узора. Здесь правила нету. Я вам не могу говорить, сколько рядов, потому что здесь можно делать и часто узоры, вот эти получаются узенькие, или делать редко, оно получается пошире. Это уже на вкус и цвет, как говорится. Поэтому здесь я не знаю, как вам объяснить. Вот. Опять не забываем обязательно. Добавили 2 вместе. Накид обязательно. Здесь вы запутываться не будете, потому что здесь видно, смотрите, сразу 2 вместе тоже и накид. Эта петля так и вяжется, вот этот вяжется, потом накид, эти поменяли. Вот. Вяжем дальше. Накид, поменяем вместе, обязательно добавляем. На изнанке по рисунку. Очень приятно вяжется, кстати, эта пряжа. И результат очень интересно. Шаль большой, но интерес не пропадает, потому что вот этот переход цвета всегда интересно, ждешь, все время смотришь, как получается. Видите, уже у нас формируется. Давайте еще раз, смотрите. Вот у нас ровно серединка, вот эта петля получается. До этого петли все узоры делаем направо, а после этого петля уже делаем налево и меняем петельки, чтобы было красиво. Вот. Обязательно опять добавляем 2 вместе, накид, 2 вместе. Здесь, видите, запутаться никак. Вы уже увидите 2 вместе, накид, вяжем как есть. Теперь уже идет левая сторона, накид, поменяем петельки. Вот. Накид, поменяем петельки. Обязательно не забудем. Все время себе проверяйте, чтобы не забыли. Как вяжете, вы же смотрите, да, все время проверяйте вот эти 3 петельки, чтобы у вас были не 4, не 2, чтобы не было. А то все запутается, и это все видно. Не то, что одна петля ничего не даст, это все видно будет. Поэтому это нехорошо.
Вот. Извините моего холодильника, конечно. Если что, уберем звук, надеюсь. 2 вместе. Накид. Вот. Здесь запутаться никак. Все равно оно видно. 2 вместе. Накид. Накид. Поменяем. Уже левая сторона. Значит, поменяем обязательно. Накид. Поменяем. Не забудем. И изнаночный. Вот я еще хотела вам сказать, девочки, это на единичке можно гладить эта пряжа, да? Я не гладила предыдущие разы, которые я палантин шарф вязала, потому что я считаю, что, наверное, крючком, когда объемный узор вяжешь, в моем случае, как я вязала, это не надо было гладить, чтобы утончать полотно, да? А в этом случае я обязательно гладила, но знаете как? Через марлю. Я не сильно касалась, и паровые удары, и получилось очень-очень красиво. Если бы просто так стирать, оно красиво не было бы. Поэтому вот. Я надеюсь, все доступно объяснила. Смотрите, это у меня не планированный. Моя мама еще будет здесь, у меня пару месяцев еще гостить. У меня срочные проекты, которые мне до Нового года надо вязать, заканчивать. Поэтому я не могу этот шаль до конца вязать. Сам суть я вам показала. Это здесь уже, в этом случае, как начало и до конца ничего не меняется, только здесь узоры меняются. Как здесь мы делали центральную петлю, а оставляли вот 2 вместе, накид, 1 петлю вяжем, накид, 2 вместе. И это это расстояние выбирайте сами. Хотите, как я, делайте, хотите побольше, делайте, редко будет эти поростки. Хотите, еще часто делайте, пускай сильно ажурный будет. Это ваше желание, мои девочки. Смотрите. Если, полноценный шаль уже проверено, спицы номер 4, пряжа вот это вот, вы все уже сами все знаете, здесь 150 грамм и 825 метров, это полноценный шаль получается. Если у меня получилось здесь 80 сантиметров высоты и 1,5 крылышки. Если 30 грамм сейчас еще больше буду добавить, еще больше будет. Мне кажется, это полноценный шаль. Если вы возьмете что-то другая пряжа, ориентируйтесь плюс-минус такую. Если один моток Ализе Ангора Голд просто вязать, можно как пактус, как сейчас модно, одевать не как на плечи, а одевать, мне кажется, этого тоже достаточно. Это все вы решите, как хотите, как будете. Вы будете вязать вот это все время, вот это повторять, обязательно через ряд каждый лицевой добавить до конца. Не то, что уже думаете, хватит и не добавить. Я до самого конца добавляла. Это так надо. Вот. А здесь можно кисточку делать. Я пусик делала. Маме не сильно нравится. Говорит, в моем возрасте, что ты придумала? Ну, я говорю, мама, если не нравится, я потом сниму. Может, под цвет найду, глаз не бросается. Хотя, если без этого тоже уже после глажки все хорошо, стабильно, нормально, не тянется ничего. Как хотите. Можете здесь кисточку, можете что-то другое. Что еще вам рассказать? Вяжете все, целый моток.
закрывали. В моем случае я один ряд вязала крючком, чтобы здесь был, потому что оно не то, что крутится, после клашки не крутилось бы, но оно было бы очень тоненькое. Нитка тоненькая, когда закрываешь петельки, очень тоненькая была бы. Поэтому я один ряд вот так вязала. Разные узоры, разные полоточки. Не хотела, чтобы здесь ничего лишнего не было. Здесь после того, что я крючком один ряд вязала, даже надо просмотреться, а то сильно не видно. Не хотела уже что-то третье добавить. Поняли? Вот такие дела, мои дорогие. Я думаю, я правильно и все ясно, четко объяснила. Вяжите. Я это отлаживать буду. Потом, когда-нибудь, как время будет, еще пару месяцев есть, я результат покажу потом. Ну, вы считайте, что я это показала вам, как делать, а результат вот такой. Поняли? Я надеюсь, не обижайтесь, время нету долго вязать и все вязать. Что надо было, все показала. Вот такие дела, мои дорогие. Вяжите, как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч!